Всем добрый вечер. Итак, дорогие друзья, что можно использовать в разных случаях в жизни. Например, если незаконно пытаются отжать ваш бизнес. Например, если заводят на вас дело, которое абсолютно не соответствует действительности. Например, терроризирует вас ваш бывший муж и так далее. Против любого беспредела и беспредельщика. Читайте это 6 ночей кряду. И тогда вы увидите, как человек получит заслуженную кару. Этот ритуал используйте только тогда, когда тот, которому вы это проводите, действительно это заслуживает. Просто так взять, начитать на человека, который вам ничего не сделал, а каждый человек прекрасно знает, кто перед ним виноват, кто нет. Люди при других могут сказать о том, что вот они не виноваты, вот он мне то сделал, это, я вот ни при чем. Но для себя каждый человек прекрасно знает и свою вину, и свою правоту. Прекрасно, замечательно признает и понимает. Так вот, если внутри вас есть какое-то ощущение, что в этом отношении вы не правы, значит, не трогайте этот ритуал и не мстите абсолютно невиновному человеку. Но если вы правы, можете спокойно этот ритуал провести. Потому что такие ритуалы мести, которые я вам дарю, дорогие друзья, такие ритуалы, они, они очень сильные. Их нужно выборочно, знаете, избирательно к ним подходить, не хватать и делать. Учтите это. Иначе просто будет не очень хорошо для вас же. Я единственный человек, который вам вещи дарит, никто вам такой не подарит, поэтому я вас предупреждаю. Возьму-ка я статую Бафомета, он нам очень тут пригодится. Теперь, после одного случая, увиденного мной по телевизору, я решила подарить людям ритуалы мести. Потому что то, что происходит сейчас, это называется одним словом террор против своего народа. Это омерзительно. Я хочу вам сказать, что я единственный человек, имею в виду в мире магии, да, по крайней мере, те, которые себя позиционировали ведьмами, там, гадалками, колдунами, знаю. Вот я единственный человек оказалась, которая не побоялась сказать правду, хотя это очень опасно. Это очень опасно в наше время, но я вам говорю и уверяю вас, мне никто ничего не сделает. Любой, кто захочет мне что-то сделать, ему же это дороже и обойдется, понимаете? Я воюю своим оружием. Люди, которые пытались мне навредить, через некоторое время теряли своих детей, близких и больше ко мне не подходили. К этому можно относиться с иронией, можно улыбнуться, но это правда. И если у кого-либо есть мозги, они никогда в жизни ко мне не подойдут. Тем более, что я ни к чему не призываю. Я призываю людей только открыть свой мозг и только обращаться к силам за помощью. Потому что бесполезно выходить на улицу, бесполезно что-либо требовать, когда есть абсолютный мусорской беспредел. Когда человека могут просто схватить, когда человека могут провоцировать, чтобы он ударил, чтобы он начал толкать их, а потом пойти написать заявление на них. Я вам говорила и повторяюсь, мои одноклассники самые конченые двоечники, самые вот просто конченые, которые были, реально конченые, вот слабаки такие, знаете, примитивные, нищие духом, все пошли в следователи. Они сейчас следователи. Абсолютные двоечники. Абсолютные тупые существа, которые А, Б не знали, как пишутся. Они следователи, и в их руках судьба людей. О чем мы говорим сейчас? Было время, когда в милицию набирали мужчин спортивного телосложения, с высшим образованием,
учили, как обращаться с гражданами. К милиции было уважение. Милиция считалась властью. Сейчас в милицию выбирают людей даже судимых, людей заядлых преступников, людей, у которых в прошлом были разбойные нападения, убийства. Столько случаев, когда женщин насиловали в кабинетах, били, все что угодно. И каким-то чудесным способом камеры тут же пропадают, камеры почему-то не снимают, понимаете? И человека просто... Сейчас знаете, как происходит провокация людей на все, провокация. Вот подходит к женщине, начинает ее толкать, хотя ни один мусор не имеет права распускать руки. Хватать человека он не вправе. Никто не вправе надевать наручники на людей или хватать без санкций прокуроры и прочее. Только в том случае, если человек совершает преступление. Вот на месте он убивает кого-то, грабит, это другой вопрос. Но когда человек стоит, никто вообще по закону, по конституции не имеет никакого права подходить и хватать человека, тащить человека. Нет. Они могут составить протокол, если хотят, или штрафуют. На месте обязан. Прям на месте стоят и пишут, составляют, берут там паспортные данные, если действительно ты что-то сделал. А потом тебя вызывает следователь. Никто, дорогие друзья, не вправе хватать вас руками. Но это делается. Это делается для того, чтобы вас провоцировать, чтобы вы ударили, понимаете, чтобы вы ударили этого человека в погонах, чтобы вы с ним, значит, спорили, и после этого вы с властью, я при исполнении, вы там это, вы то, вы это, и тут же человека тащат туда. Так вот, я хочу вам сказать, чтобы вы не забыли это время пройдет, а вы запомните, что единственный человек, который вас не предал, невзирая на то, что я могла вам, знаете, втирать и продавать какие-то амулеты от коронавируса, точнее от бароновируса и прочее, прочее, это была я. И самое обидное, что люди, которые говорят для народа и во имя народа, они народом не слышаются. И согласие на мордниках вот этих товарищей, этих людей сажают. Понимаете, это омерзительно. Закон, который гласит о том, что есть угроза возникновения чрезвычайной ситуации. Единственная страна в мире, в котором такой абсурдный закон. Угроза возникновения. Под эту статью можно любого человека затащить в суд. Вот есть угроза возникновения, но не возникло еще ничего. Но угроза какая-то есть, и поэтому ты обязана соблюдать. Второй закон, который гласит биологический терроризм. Человек, который пошел за хлебом, он террорист. Ему могут вменять статью за терроризм и посадить на всю жизнь. Вы представляете, что это такое? То есть тот, который взрывает рынки, взрывает поезда и прочее, приравнивается к тому человеку, который пошел хлеб купить для своих детей. И тот террорист, и этот террорист. Это очень страшно. Вы знаете, римский философ Тацит сказал, чем ближе империя к распаду, тем абсурднее ее законы. Вот, вот именно, вот, к сожалению, реально так и происходит, что люди в погонах считают, что они вправе делать все, что они хотят. Все, что они хотят. Люди, которые говорят лишнее, слишком много говорят и слишком много правды, их сажают, просто вламываются в дома, просто без зазрения совести, без следа, то есть без стыда, извиняюсь. Просто заходят следователи говорить о чем-то, беседовать, куда-то тащат. Абсолютное, знаете, ощущение такое, как разбойники с большой дороги. Вот подошли, значит, скрутили, да, у разбойников хотя бы есть какой-то кодекс чести, морали, они, например, женщин не убивают, детей не тащат у разбойников. А здесь, значит, можно зайти домой, просто схватить мать, да, двумя тварями в погонах, схватить маму, тащить ребенка, вывести во двор. В этих страшных костюмах врачи стоят, которые внушают ужас взрослому человеку. Этого ребенка кинули в этот гроб из полиэтиленовых, не знаю чего. Ребенок орал нечеловеческим криком, спокойно забрали. Я когда эту сцену увидела, я вспомнила фильм Бондарчука
Помните «Судьба человека», когда фашисты отбирают детей у женщин, отрывают у женщин, дети плачут, кричат, они, значит, пинают этих женщин, дети бегают к матерям, матери к детям, они их опять отрывают, кидают в стороны. Вот мне вспомнился в этот момент, когда детей отбирали в концлагеря. Я вам серьезно говорю, меня прям затрясло. Я думаю, что происходит? Это что, любой человек, который против власти или любой человек, ну, который даже не против власти, а просто имеет свое мнение, просто мнение. Мы же не против власти. Против власти это взять оружие и выйти. Это против власти. А когда люди говорят о своем мнении, они имеют право говорить мнение. Мы же ничего плохого не делаем. Мы говорим, я не верю в эту хрень. Это действительно мировой заговор с разными целями. В каждой стране свои цели. Почему в Беларуси никто не помер? Что происходит в Беларуси? Хотя там есть тупорылые существа, которые требуют у него введения комендантского часа. Они просто не знают. Я их всех приглашаю в Россию. Приезжайте один день в Москву и Подмосковье. И когда ваши почки встретятся с их дубинками, вы оцените, понимаете, вы оцените Лукашенко и просто будете ему ноги целовать за то, что он это сделал. То есть он не пошел на поводу. А вы еще требуете, чтобы вас там точно так же по беспределу били. Приезжайте в Москву, вы увидите, что такое, знаете, как там, Собянинский Централ. Приезжайте. И больше вы этого человека дергать не будете. Цените этого человека. Это единственный честный политик, который оказался в мире, единственный честный, достойный политик, который свою страну и свой народ не повел к катастрофе и гибели, и к нищете. А у нас уже нищие бунты начинаются. И самое интересное, что продажные журношлюхи об этом вообще стараются ничего не говорить. Я хочу им сказать кое-что. Знаете, была такая любимая журналистка Саддама Хусейна. Сейчас не помню, по-моему, ее звали Раяна или... сейчас вспомню ее имя. Ранее, да, ранее там Аль не знаю чего. Так вот когда Саддама Хусейна свергли, дорогие друзья, этой ранее, раннюю эту поймали, она в тюрьме была, ей отрезали язык. В буквальном смысле. Изуродовали. Из этой красавицы ранее ничего не осталось. Вы понимаете, что, скажем так, времена меняются. Всякое бывает. То, что вы сегодня в сыр в масле катаетесь, завтра может это обернуться судьбой ранее. Понимаете? Все эти любимчики, все эти суперлюбимчики и прочее, которые не слазят с экранов, в какой-то момент могут быть убраны с поля зрения и прочее. Понимаете? За что? Ну, просто за то, что она была любимая журналистка Саддама Хусейна, освещала то, что он говорил и приказывал. Вот почему. Дорогие друзья, я всегда была миролюбимый человек, если вы помните. Я была всегда миролюбивый человек и говорила, что мы не должны обращать внимание на все, что происходит в мире, потому что в нашей жизни действительно все будет хорошо, если мы действительно верим в силы и обращаемся к ним. Я хочу вам сказать, что меньше всего мне нужно эту правду сейчас раскрывать и говорить. И объясню почему. Потому что в отличие от других людей, я абсолютно не ощутила на себе никакие там катастрофы, катаклизмы. Единственное, что я не могу выйти, это меня бесит, выводит, просто я чувствую себя как заключенная. Но у меня как было полно работы, так и есть. Это не влияет на мою личную, мою жизнь и мои финансы. Казалось бы, мне нужно молчать тряпочку, и зачем мне это вообще нужно? Да живи себе и радуйся спокойно, о чем речь. Но понимаете, я перестану себя уважать. Я человек, я личность. Я не могу молчать, видя это все, потому что если каждый будет молчать, это будет продолжаться до бесконечности. Это издевательство над людьми, это унижение людей. Это просто морально-психологический террор над собственными гражданами, потому что так надо, понимаете, вот так надо. Я порядочный человек, меня так воспитали. Я в своей работе порядочно отношусь, я отношусь порядочно ко всему, понимаете. И вот сейчас, наверное, люди поняли, что
Не те хорошие, которые хвалят и перехваливают вас. Опять начинается эти... Ну, подождите. Которые стараются вам в жопу лезть. А те люди настоящие, которые о вас думают, и невзирая на то, что могут за эту правду пострадать, в любом случае пытаются вам помочь, понимаете? В Алании, если народ поверил чиновникам и разошелся, поступил очень глупо, потому что вышли к ним для того, чтобы спасти свою шкуру, обещали там в 3 короба, знаете, соврали, все, мы будем платить компенсации. Откуда ты будешь платить? Очень интересно, откуда, с какого хрена ты будешь платить, если тебе ни копейки не дадут на эти компенсации? Какие компенсации? Не о чем тут разговаривать. Самое интересное, что подставили губернаторов. Знаете, как подставили губернаторов? Вот сейчас все это закончится и будут подавать суды на губернаторов. Губернаторов будут снимать, судить. Почему? Потому что вот как вы допустили такое, мы же не говорили вам бить народ, это же вы до произвола довели, якобы они не знают, понимаете? И губернаторы будут отдуваться. И поэтому умные губернаторы начали требовать снятия этого карантина. А тупые губернаторы вовсю стараются угодить власти, вовсю. То есть избиение, эти все комендантские часы, насколько можно, давят на народ. Так вот, вот эти губернаторы должны знать, как только это все закончится, первые, кто загремит в тюрьму, это они. Первые, вы знаете, козлы отпущения будут они. Именно поэтому и сделано, что, мол, мы знать не знаем, это власть на местах так себя повела. Мы тут при чем? Мы-то не говорили так, мы-то говорили людей просить надо, уговаривать. Мы же не сказали бить людей. Это что за губернаторы? А ну идите сюда. У нас в России всегда было так, знаете, бояры плохие, царь-батюшка хороший. Царь-батюшка не знает, что бояры творят всякое бесчинство, да? Всегда народ стремился прийти в Москву, прийти в стольный город, прийти там к Кремлю и жаловаться царю-батюшке на произвол, значит, бояр. И они просто не знали, что царь-батюшка все прекрасно знает, понимает и видит, но молчит. Молчит, как, помните, у Сталина там на всех было досье. Как все были вот тут, понимаете, у него вот тут. И поэтому говорить о том, что кто-то там не знает, это очень смешно. Как, например, сын Берии говорил, что он не знал о том, что были гулаги, что его отец не знал о том, что людей загоняли. Построили ГЭС, Саяно-Шушенская ГЭС, дорогие люди, там были священники и учителя. Вы говорите, почему быдло осталось? Быдло на земле. А вы смотрите, сгубили с нашего молчаливого согласия, сгубили просто цвет нации. И мы дошли до этого. Сейчас дальше будут губить цвет нации, мы дойдем до худшего. Смотрите, священники, учителя, профессора, композиторы – это люди, которые могли наше будущее создать, ну, я не знаю, в каких красках. Этих людей загнали работать, значит, рыть канал. И когда канал уже был готов, Берия приказал открыть воду. И несколько тысяч человек смыло прямо в океан. Кто мы после этого? Вы удивляетесь, что в России вот столько боли, вообще в Советском Союзе, постсоветском пространстве, ну никак ничего не получает. Ну что происходит? Дорогие друзья, мы живем на костях, мы на халяву все взяли. Люди строили эти железные дороги, зэки строили, кто? Политзаключенные. Ни копейки им не платили, они умирали, костьми ложились там, все умирали, понимаете? Все умирали, понимаете? И на этих костях мы построили себе ГЭСы, ТЭСы, заводы, значит, магистрали. Вот поэтому мы несчастливы. Мы не платили людям ничего. Наоборот, ну не мы лично, но мы живем на судьбах. Вы видели эти монументы, посвященные, да, репрессированным людям? Какая боль. В Волгограде есть такой монумент, память репрессированным людям, лицо человека обезображенное, лицо, которое смотрит на небо, и
знаете, такая вот гримаса страданий, это очень тяжело видеть. И эта композиция такая авангардная, то есть она не именно вот похожа на человека, но то есть человеку, который из творческое мышление видит, понимает, о чем речь, очень тяжело. Вот смотришь на это, вот на эту боль, понимаете? И ты понимаешь, какая боль была у человека в душе, когда его лишали всего и уничтожали, когда у него было прекрасное будущее, когда он был замечательный профессор. Вот те, которые сегодня в намордниках ходят, вот их предки это делали, их предки продавали тех самых интеллигентов, понимаете, достойных людей. Дорогие друзья, я говорила и еще раз говорю, не решить проблему вот всем этим, по крайней мере, нам с вами. Мы с вами должны чувствовать себя, знаете, в вольготном положении. Мы должны, сидя дома, менять полностью погоду мира. Многие говорят, ну не могут же все страны в сговор вступить, ну так же нереально. Вот именно для того, чтобы вы не подозревали, это и сделано. Конечно, могут. Каждая страна под шумок поведет то, что хотел сам лично. Понимаете? Свои личные проблемы решит каждая страна. И причем все страны, в которых были недовольны властью, резко появился коронавирус. Все страны. А где были довольны, все были нормально жили, все, никому ничего не надо было, почему-то этого вируса нету, понимаете? Абсурдно, смешно. Уже говорили об этом 100 раз, это бесполезно говорить, что из-за того, что заболели 2 человека, закрывают все больницы, чтобы все остальные умерли, чтобы все, у кого есть рак, у кого гангрена, у кого чего-то еще срочно надо. Страшно, понимаете? Вот прям страшно. Вот сейчас время вот этих клопов, или как там эти называются, ой, клещей, черт. И ты думаешь, не дай бог, да, собаку укусит, надо будет возить в ветеринарку. У тебя собака будет умирать, а мусор тебя не пустит. Он будет стоять и до последнего говорит, нет. Не дай бог, у кого-нибудь ребенок заболеет температурой, будешь ездить, мусор тебя не пустит. Имеет полное право. Стань, скажешь, нету пропуска, ребенок болеет, пропуск нужен. Поверьте мне, сделает. Это очень страшно. Ты чувствуешь себя в тюрьме. Не так должны были делать самоизоляцию. Самоизоляция должна была быть нормально человеческой. Человеку нужно в поликлинику, иди. Нужно в больницу, иди. Просто единственное, пожалуйста, парки закроем эти всякие аттракционы, чтобы там скопления людей не было. Вот и все. Но не таким вот образом, чтобы вот всех пересажать, кто умный, кто что-то лишнее сказал. Знаете, я вам скажу словами героя из фильма «Тихий Дон». Всю Россию на виселице не вздернешь, понимаешь? Ну, всех не пересажайте на самом деле. Ну, всех. Пересажать, перестрелять, всех убить, всех заткнуть не получится на самом деле. Людей-то много, понимаете? Так вот, я всегда призывала уважать власть. Потому что власть, она есть власть, как бы там ни было, да, есть ошибки, все такое. И говорила, живите своей жизнью, создавайте, не смотрите на них. Дорогие друзья, вот сейчас, видя вот это все беспредел, честно, я вот смотрела, когда в Казани вот этот мусорок, такой жалкий, щупленький, вот идет парень накачанный, красивый парень, видно, понимаете, он же понимает, что он такой красавец, спортсмен, удачливый, красивая жена рядом. А он, ну чему, абсолютное ничтожество с этой фуражкой. Подкрепление, вот в суде будешь отвечать. Подкрепление. То есть вот у всех нищих духом тварей, да, появилась хорошая возможность отыграться. Вот они сидели на своей зарплате и слушают от начальника каждый день. Слышь ты, блядь, кто тебя, блядь, кормит, тот тебя и имеет, блин. Каждый день унижение, слышь, блин, рот закрой и так далее. И они настолько унижены в семье. Помните, Чикатило? Сколько было? А этот, помните, Левиафан, он был офицер милиции, да? Они абсолютно тряпка. Жена изменяла, а он за это убивал других женщин. То есть у него не хватало духу свою жену убить. Он убивал других женщин, вымещал свою злобу на них и со своей женой жил дальше. Вот они унижены были в школе, унижены были
в своей среде, унижены на работе, они тоже унижены, поверьте, они унижены, да, вот до предела униженные просто, опущены до предела. И вот, и они выходят к народу и смотрят, вот идет там женщина, знаете, в бриллиантах, в шубе, там, не знаю, дорогая машина, Бентли и так далее. И вот, значит, вытаскивают эту женщину, начинает с этим мужиком спорить. Они, знаете, как бы упиваются. Вот сейчас я могу отыграться, сейчас у меня есть время. А, ты, блин, со своим Бентли, с бриллиантами, да, тут сверкаешь. А ну давай я тебе сейчас покажу, кто тут власть. И начинается хватание за руки, тащить, унижать, понимаете? Жестоко себя ведет только нищий духом, только трус. Сильный человек, он никогда себе не позволит такое. Это реально так, дорогие друзья. Относитесь к этим людям как к ущербным, просто ущербным людям. Потому что, вот знаете, как бы мы уважали людей в погоне, если бы они подходили и говорили: здравствуйте, дорогие граждане, вот вы, я вижу, там, куда идете, в магазин, пожалуйста, быстрее в магазин и домой, я вас прошу, вот, ну так надо, не заставляйте нас вот там всякое вам просить и говорить, напоминать, вы сами понимаете, мы люди подневольные, мы бы их просто уважали, как людей, да, как людей в погоне, как нашу власть. Но когда подходит к деду 8 мусоров, к деду, старому деду, который отбивался и там дал им по роже пару раз, знаете, к деду, завалили этого деда. Тьфу, плевать мне на вас, у вас нету отца, у вас нет деда. Вы никого из вашей семьи не называли батя. Вы подходите к этому человеку старому, валите его с ног, бьете его. Ну кто вы после этого? Как вас уважать? Я хочу вам сказать и заявить, вот с этого времени, как я это все посмотрела и увидела, вот они для меня навеки вечные, до конца моей жизни остались просто. Сейчас не будем мало эту хрень обсуждать. Никакие 5G не будет, для этого очень большие расходы нужны, а у нас такие воры сидят у власти, они все обворуют, ничего не останется на то, чтобы 5G разрабатывать. Не переживайте, воровство нас спасет, их воровство. Вот после того, что я увидела, для меня они на вечные века носят только одно прозвище – мусор. Все. Для меня не существует полиции, милиции. Они для меня лично с этой минуты мусор. Просто человеческий отход. Даже если я буду проходить и увижу, что кто-нибудь из этих мусоров, ну, там, умирает, например, да, упал там, за сердце схватился, я вам клянусь, я спокойно пройду мимо. Спокойно, я даже не подумаю подойти и оказать ему помощь. И тем самым спасу тех людей, которые из-за него потом сядут в тюрьму. Понимаете? Вот и все. Я просто спокойно пройду мимо. Они у меня убили вот просто последней капли уважения, которые к ним испытывал когда-то, ну как к власти. Все. Для меня этих людей не существует. Это просто узаконенные террористы. Понимаете, это узаконенные просто бандиты. Вот больше ничего. Пусть думают, что хотят, мне абсолютно наплевать. Я имею полное право это говорить. Я так считаю. Я имею право думать. Не надо нас лишать права думать. Мы думать можем хотя бы или дышать. Понимаете? Вот никогда не говорила, я всегда говорила, полицейские, там, милиция, власть. Но я никогда не позволяла себе таких вот блатных вот выражений. Но после того, что я увидела, что они делают с просто обычными людьми, женщинами, с детьми, которые выходят там хлеб купить, выходят у соседа деньги, сирота, ребенок стоит, плачет, говорит, у меня мама погибла, ему 16 лет, он пришел к соседу, к дяде, попросить в долг деньги, чтобы хлеб купить. И его тащат. И он говорит, ребят, ну не тащите, ну это ребенок. Ну мальчик он, ну ребенок, ну пришел ребенок. И он, значит, знаете, с такими полными слез глазами говорит, мама моя погибла, погибла мама, да, погибла, мне, ну некуда мне идти.
И вот так вот стоит мусор и тянет все равно его в машину, понимаете? Чтобы оштрафовать на 17 тысяч эту несчастную сироту. Что он сделал тебе? Он что, пошел, убил кого, прирезал кого? Как ты можешь, тварь? У тебя же есть мать, у тебя есть дети. А вдруг ты завтра сдохнешь, и твои дети осиротеют? У тебя нет человечности, ведь каждый человек представляет своего ребенка, думает, блин, если я умру, и вот мой ребенок, да, пойдет вот так побираться, не дай бог, ну такое случится что-нибудь, не дай боги. Кто вы после этого? У вас человеческая честь есть? Нету. Так вот, я вам вот официально заявляю, вы для меня с этой минуты есть мусор. И если я когда-нибудь увижу, что кто-нибудь из вас упал, умирает там, я не знаю, горит в машине, пусть проклянут меня боги, если я подойду к вам и чем-нибудь окажу вам помощь. Никогда в жизни, никогда в жизни, мне плевать, чьи вы дети, чьи вы отцы и матери. Никогда в жизни. Чем меньше вас на земле, тем легче будет дышать людям. Вот и все. Понимаете? А теперь перейдем. Я почему это предисловие вам говорю, чтобы вы поняли, после чего мне захотелось вам все-таки дать этот ритуал. Дорогие друзья, я не знаю, как вы, но я каждый раз, когда слушаю вот этот вот, когда вижу вот этот беспредел, когда я вижу, как тягают людей, как в этом наморднике бьют человека, знаете, потому что их не видно и так далее, я каждый раз беру и читаю этот ритуал. Я просто зажигаю. Я знаете, что думаю? Я думаю, что люди, которые склонны к маниакальным, вот шизофреническим таким делам, люди, которые склонны бить, избивать, люди с такими наклонностями, знаете, психическими, да, и так далее, их специально берут туда, потому что там можно бить и за это не сидеть. Там можно пытать. Ну, если бы, например, этот человек не работал там, он бы, например, мог, ну, как бы сказать, он бы был маньяк, предположим. Вот его поймали бы через несколько лет из-за того, что он людей убивает. А здесь он может это делать вполне законно. Отмажут братки, да, отмажут. Если там даже кого-нибудь убьет нечаянно, напишут, например, что он сам повесился или еще что-нибудь. Ну, как обычно делается. То есть, поэтому, как правило, люди, обиженные судьбой, идут туда вымещать свою злобу. Вот увидел, да, мусорок красивого парня, увидел накачанного спортсмена, у него красивая жена, ребенок, у него цепь, у него браслет. Мусорку стало обидно. Ты хорошо живешь, а меня каждый день опускают, понимаешь? А меня ненавидят, меня презирают, плюют на меня. Дай-ка я отыграюсь на тебе. Кинулся и начал хватать своими вот этими, знаете, вот этими вот сухими руками, вот этими худыми противными руками, ручонками, да, хватает этого парня. В конце концов, когда начал хватать за коляску, ребенок испугался, он его швырнул об стену. Конечно, теперь парень виноват, потому что как же полиция... А полиция имеет вообще право подходить и схватить людей? Абсолютно нет этого права, вообще нету. Без каких-то санкций или чего-нибудь еще никто не вправе вас хватать на улицах, никто. Я хочу сказать тем людям, которые идут в народную дружину. Знаете, кто вы? Вы шестерки. Вы когда-нибудь, запомните, когда-нибудь очень страшно пожалеете за все, что вы делали в молодости или когда, я не знаю. Не делайте этого, люди. Таких никто не уважал. Кто уважал этих дружинников когда-нибудь? Кто их за людей считал? Кто идет дружинники? Я вам скажу. У нас одна есть в подъезде, такая ебанутая особа, рыжая. Замуж не вышла, ей под 50 лет. Она как дура. Сначала была главная по подъезду, ходила, шастала, все спрашивала, это ваш муж, а почему он к вам ходит, если вы не расписаны, всякую хрень, пока ее нахер не посылали. Потом она стала дружинником. Понимаете, вот все эти одинокие, озлобленные на жизнь бабы, каждый горбатый хочет высокое кресло, знаете. Вот когда человек сам по себе ничтожество, он хочет получить власть, чтобы хоть что-нибудь из себя представлять перед своими глазами. Сейчас, секунду. Сын, я перезвоню тебе чуть позже. Давай. Теперь, дорогие друзья, могут ли ведьмы повлиять на ход событий?
И могут ли люди под руководством ведьмы повлиять на ход событий? Могут. Подождите, Ольга, я еще не сказала про ритуал. Вот в средние века, когда испанский флот собирался, значит, нападать на Англию и устроить там ту же самую инквизицию, то ведьмы из Салема, насколько я помню, собрались на берегу моря и начали проводить ритуал. Так вот, они потопили флот Людовика XIV, насколько я помню. И Сталин про это сказал. Обычные бабы смогли утопить флот одного из могущественного монарха, которого все боялись. Сказал Сталин. Нет, он сказал, обычные бабы, которых вы, может быть, за порог бы не пустили, смогли потопить. Он верил в магию. Он в это верил. Далее. Меньшиков. Александр Меньшиков, близкий друг Петра Великого, бывший любовник его жены, а потом снова любовник после его смерти. Меньшиков имел неограниченную власть. Он правил. Императрица была просто декорацией. Он обручил свою дочь, 18-летнюю Наталью, насколько я помню, нет, Марию, обручил с царевичем Алексеем, которому на тот момент было 13 лет. Эта бедная Мария сначала сначала с немцами ее обвенчали, а потом немец понравился императрице, и они с Меньшиковым заключили договор, что теперь Мария будет венчана с другим. В общем, она была игрушкой в руках отца. И Меньшиков начал гнобить народ. И один из его родственников в губернии Таманской увидел нечто и написал письмо Меньшикову. Дорогие друзья, пока Меньшикову это письмо дошло, Меньшикова арестовали. По дороге крестьяне закидывали его камнями. Сначала умерла дочь, потом жена и так далее. Так вот, когда письмо вскрыли через много лет в архивах, там было написано следующее. «Ваше высокоблагородие, довожу до вашего сведения, что ведьма из Таманской губернии делает против вас ритуал». И говорит она в этом ритуале: «Закончилось правление Меньшикова, и род его подошел к концу. Умрет он в бесчестии и в нищете, и даже могилы у него не будет». Представляете? Так вот, от того момента, как совершен был ритуал, и до того момента, как Меньшикова сняли, прошло меньше месяца. И, между прочим, спустя несколько лет река вышла из берегов и смыла полностью кладбище. Вместе с ними и все захоронения семьи Меньшиковых. Так что действительно даже могилы у него не осталось. Так что, дорогие друзья, могут ли ведьмы повлиять на ход событий? Могут и влияют. И влияли не раз. Так вот, дорогие мои друзья, вот создано на основе... Почему я вам рассказываю? Я вам просто так ничего не рассказываю. У меня очень много книг, редких книг, которые мне дарили, которые я покупала. Знаете, люди покупали, ездили по ресторанам, шубы себе покупали, кольца, было время, а я тратила на книги. Я собирала очень древние, очень нужные книги, изучала их. На их основе много моих ритуалов. Именно поэтому они у вас и получаются, понимаете? Именно поэтому они у вас получаются, потому что они созданы именно на основе вот этих древних ритуалов. Так вот, созданы на основе как раз того ритуала, например, в нищете и абсолютном, знаете, скажем, позоре, созданы на основе этот ритуал. Это можете применить к тем, кто несправедливо к вам отнесся. Это можете применить, если вы видите по телевизору, как тягают людей, как издеваются. Они делают свое,
а мы сделаем свое. И через некоторое время, когда у кого-нибудь начнется эпилепсия, у кого-нибудь начнется, знаете, импотенция, жена начнет гулять, у кого-нибудь ребенок умрет, пускай они сидят и думают, за что нас Боженька так наказывает? А за то, что вы очень часто любите махать дубинками над головой абсолютно невиновных людей. Задумайтесь над этим. Вот они делают так, а мы вот будем читать. А мы будем читать заговор, а мы будем обращаться к силам, чтобы каждый, кто вот так себя омерзительно, низко ведет по отношению к гражданам своей страны, получал по полной программе по башке. Понимаете? Но что я хочу сказать вам, дорогие друзья? Это создано как раз на основе того ритуала. Это не тот ритуал, но на основе того, тот ритуал не сохранен. Просто я собрала по крупицам, и кроме того, вы знаете, что у меня есть дар воссоздать их. Вот смотрите, именно мы как черные кардиналы работаем за кулисами. Бережем свое здоровье, я вам 100 раз говорила, всякие вирусы и всякое пройдет, но ваше здоровье не восстановишь, если они из нас делают инвалидов, а они это могут. Кроме всего прочего, все это делается в согласии баранов в намордниках. Мы ждем, пока бараны в намордниках начнут реально голодать. Они сейчас доедают последние запасы и в панике. Вот когда эти бараны в намордниках реально начнут голодать, они сами сделают то, что нам хочется. Вот и все. А зачем мы должны ходить за нервы, за них получать по башке, за них там что-то делать? Реально, я вам говорю, я не хочу с помощью магии. Нахрена мне идти подставлять свою голову под топор? Вот когда они реально начнут дохнуть, у них сработают мозги. И они скажут, ни хрена себе, нас убивают, блин, что делается вообще? Вот так. Теперь, что нужно для этого делать? Нужно зажигать свечу черную. Вот сейчас в наше такое, знаете, военное время, как там, военных комендантских часов и прочее, вы можете это применить для своих, то есть для вот именно того, что я говорю. Ничего страшного. Никто ничего не заглушит. Всех не заглушишь, всех не заткнешь. Ничего страшного. Пока берите обычные свечи. Главное, чтобы был источник огня. Итак, берете, зажигаете свечу, ставите на алтарь и читайте 6 раз. И запомните, после того, как это было произнесено, примерно это, почти, это воссоздано, восстановлено мной, меньше чем за месяц Меньшиков лишился всего, самый могущественный, извиняюсь, человек в империи. Стою на Черной горе. Темной ночью, в демонический час творю свое колдовство. Суд справедливый, возмездие священное. Как ночь темна, так и слова мои крепки. Летят стрелою прямо в сердце супостата. Душу пронзают, доли лишают. Сойди, пелена бед и слез. Окутай его, запутай его. Лихо его окружай, кровь его черней, да закипай, в душе его поселись ад. Верни его зло ему во 100 крат, могильная беда, ходи за ним по пятам. Руби и коси всех, кто его сердцу дорог. Чтобы выл от боли, до локти кусал. Не отпускай его темная сила, покуда сполна не получил он. Ни 9, ни 8, ни 7, ни 6. Горит в душе праведная месть.
Ни 5, ни 4, ни 3, ни 1. От огня черного придет ему мучение венец. Слово «пойди в дело». Дело «войди в его тело». И исполнится все, что я сказала и захотела. Заклято. Дальше. Читаю еще раз, чтобы лучше запомнили. Это очень сильная вещь. Пользуйтесь осторожно и по справедливости. Я вас уверяю, вот посмотрели ролик про такую несправедливость, прочитали, я вас уверяю, ночью этого человека скрутит в бараний рог. 1000000%. Особенно сейчас, когда у людей просто такая ненависть, злость собрана. Скрутит в бараний рог. И на следующий день он уже не выйдет дубинками махать. Он будет дома валяться. Делайте это. И не только для них, естественно. Просто я говорю, сейчас в таких условиях к несправедливости, если любой будет делать, что хочет, и за это не будет отвечать, то мы просто... Знаете, мы всегда считали, человечество считалось, что мы идем к прогрессу, когда права человека будут превыше всех, и мы будем хорошо жить, все будем богаты и так далее. Но мировое правительство каждые 20-30 лет все рушат, абсолютно все рушат. Создает гражданские войны, создает какие-то вирусы, там из задницы придумывают. Абсолютно. Вы заметили, каждые 20-30 лет что-нибудь они придумывают для того, чтобы человечество не развивалось дальше. И пока мы это все загребаем, выгребаем, пока вылазим из этого, по новой начинается. А мы уже давным-давно должны были жить, просто чуть ли не путешествовать на космических кораблях. Наши предки считали, что в 2000 году мы уже будем летать на летающих тарелках. Они очень высокого о нас были мнения, понимаете? 100 лет назад всего лишь. Каждые 20-30 лет создается что-то такое для того, чтобы обрушить всю мировую экономику и начать с нуля. Можете имя конкретного человека слушать надо, то, что я говорю. Я не сказала именно вот по этому случаю используйте. Я сказала, это используйте для себя. Но если вы хотите поставить на место, если вам больно, мне лично больно, когда я смотрю это, даже не надо имя знать, даже не нужно этот намордник, чтобы он открыл. Представьте образ этого человека, и достаточно, чтобы этот удар пошел. Начали. Стою на черной горе. Темной ночью, в демонический час творю свое колдовство. Суд справедливый. Возмездие священное. Как ночь темна, так и слова мои крепки. Летят стрелою прямо в сердце супостата. Душу пронзают, доли лишают. Сойди пелена из бед и слез. Окутай его, запутай его. Лихо его окружай. Кровь его черней, да закипай. В душе его поселись ад. Верни его зло ему во 100 крат. Могильная беда, ходи за ним по пятам. Руби и коси всех, кто его сердцу дорог, чтобы выл он от боли, да локти кусал. Не отпускай его, темная сила, покуда сполна не получил он. Ни 9, ни 8, ни 7, ни 6 горит в душе праведная месть. Ни 5, ни 4, ни 3, ни 1 от огня черного придет ему мучение венец. Слово пойди в дело, дело войди в его тело, и исполнится все, что я сказала и захотела. Заклято. Читаю еще раз. Темной ночью, в демонический час творю свое колдовство. Нет, извиняюсь, по новой. Стою на черной горе. Темной ночью, в демонический час творю свое колдовство. Суд справедливый. Возмездие священное.
Как ночь темна, так и слова мои крепки. Летят стрелой прямо в сердце супостата. Душу пронзают, доли лишают. Сойди, пелена из бед и слез, окутай его, запутай его. Лихо его окружай, кровь его черней да закипай, в душе его поселись ад. Верни его зло ему во 100 крат, могильная беда. Ходи за ним по пятам. Руби и кали все, всех, кто его сердцу дорог, чтобы выл от боли, да локти кусал. Не отпускай его темная сила, покуда сполна не получил он. Ни 9, ни 8, ни 7, ни 6 горит в душе праведная месть. Ни 5, ни 4, ни 3, ни 1. От огня черного придет ему мучение венец. Слово пойди в дело войди в его тело, да исполнится все, что я сказала и захотела. Заклято. Делайте и пусть получают. Каждый то, что заслуживает. Никто не должен творить зло безнаказанно, думая, что он может делать все, что хочет над безоружным, абсолютно обнищавшим, уставшим от всего народа. Никто. Всем удачи!